Кидаются на таких женщины с низкой социальной ответственностью. Я не в восторге от Маркаряна, но то, что творят эти овчины, ну как такое может быть? Всем привет! Это Максулева, и сегодня тема типы девушек, которые меня раздражают. Всякие дебилки в комментариях. Вы заметили, что 90% в комментариях пишущие женщинами? И эти комментарии очень умны. Беспросветный ёбаный бред. По типу ущемления мужчин. Ух, вот это ты урыла его, молодец. Но за счет этого она просто самоутверждается, зная, что ее никто не затопчет в комментариях. Потому что комментаторы точно такие же самые, как и она сама. Такие женщины либо бегают за мужчинами, либо ненавидят их. И то не норма. Следующие наивные девушки. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Например, когда нет конкретики в отношениях и мужчина ее никак не обнадеживает, то она делает это сама. Мы вчера разговаривали с ним, и он до сих пор мне не перезвонил. Он что, еще не понял, кого он может потерять? А что еще хуже, предъявляет ему какие-либо претензии. Если мужчина что-то захочет с вами, он сразу вам об этом скажет. Далее, это меркантильные девушки. Она не видит в мужчине ничего, кроме денег. А если у него для нее лаве недостаточно, обычно это какая-то космическая сумма, которую она сама за всю жизнь не заработала, то он уже вообще никто, даже не ходячий кошелек. Ну, если у него не Audi последней модели, а простой Volkswagen, то как я вообще буду ехать? Как мне вообще сесть в эту машину? Ну, это же просто кринж. Кидаются на таких женщины с низкой социальной ответственностью. И о ее поведении она открыто рассказывает в интернете. Напоминаю, когда ее смотрят дети. Речь идет о тех, которые нормально цифры в голове сложить не могут, но претендуют на миллионера. А в голове пусто. Тупые курицы всегда вам расскажут, как они будут отдавать женскую энергию, силой мысли приумножать деньги, открывать какие-то мужские чакры. Следующее это девушки-дурочки. Губы пельмени, подбородки, углы эти страшные и другие косметологические уколы. Ну на кого вы похожи? Да вы хуже клоунов на Родео! Есть, конечно, какие-то красивые подколотые, естественно, губы, но это большая редкость. Если я вижу бабу с такими губами, то она автоматом уже тупица. И не важно, что она там супергуру чего-то там, прочитала 1000 книг. Она прям настолько развита, что аж не видит уродства на своем лице. Ну, как такое может быть? Если уже и делать губы, то только так, чтобы люди задавались вопросом, делала ли она их вообще. Кстати, у меня губы свои. Продолжаем. Сейчас все губошлепки подумают, но есть же естественные и красивые, такие, как у меня. Ну да, конечно, но мы-то все с вами понимаем who is who. Минимальный процент приходит в себя, начинают думать и убирать уродство. Побольше бы таких. Мое любимое, девушки-феминистки. В наше время это уже что-то такое, от чего хочется сбежать сразу. Сначала мы слушаем, какие они сильные и независимые, меряясь, сами знаете чем, с полом, которые как минимум физически нас сильнее в раз 5. Потом мы видим, как они хорошо любят посидеть на мужских кошельках. Почему, зная о том, что у тебя подростковая и даже детская аудитория, ты запудриваешь девочкам мозги фемской грязью? Якобы, чтобы они знали свои права. И уже изначально меняешь их представление о мужчинах и феминизме. У многих женщин задача тренировать мужиков как собак и передавать это другим. Но если ты уже фемка, то пожалуйста, не вздумай петь, как некоторые уже всем известные singers. Я не в восторге от Маркаряна и его апологетов, но многие вещи он говорит правильно. Многие мужчины, слушая его, совсем не умеют воспринимать информацию, тем самым пытаясь попустить женщин. Они ничем не лучше, чем девушки, о которых сегодня идет речь. Я не пытаюсь идеализировать мужской пол, но то, что творят эти овчины по отношению к мужчинам, это полный перебор. Далее девушки, клюющие на разводилово. Стоит какому-то продавцу натрудиться
натрусить ей о каком-то чудо-средстве за дохриллион денег, как та сразу решит, что она не сможет продолжать жить без этого продукта, убеждая себя то, что это не она дура, а купила себе что-то незаменимое. Это вообще-то шампунь от Kerastase, и он лучший в очищении кожи головы и, понятное дело, против секущихся кончиков. Или, например, мои румяна Dior, вам что-нибудь об этом говорит? Которые вы все равно не сможете себе купить. Для таких лохушек все и рассчитано, которые думают, что дорого это всегда хорошо и качественно. Я сама парикмахер и уже наслушалась много подобной ахинеи. Если ты такая же фемка или та, которая рвет за них жопу, то поздравляю, дебилос. Если у тебя ткачиные истории, то при виде тебя сразу хочется сделать так. А если ты лох по маркетингу, то приди в магазин и скажи, что тебе нужны самые дорогие, качественные батарейки для мозга. Ну а если ты реагируешь только на капусту, то звони по номеру 553311. Люди в белых халатах тебе помогут. А также тем, которые больны на дебильные комментарии. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Поставь лайк, подпишись на канал. Также хочу поблагодарить Илью за финансовую помощь для развития моего канала. Спасибо большое. У кого есть желание помочь на развитие канала, карта в описании. С вами была Настя Максулева. Всех люблю, всем пока!